Hello! Мы на канале компании «АвтоСтронг», компании, которая заботится о своих клиентах, компании, которая продает очень качественные запчасти и компании, которая осуществляет быструю доставочку. Итак, начнем с хороших новостей. У нас за пару месяцев уже 12 тысяч подписчиков, 500 тысяч просмотров видео и 1000 комментариев. И как и обещали, мы выбираем самый популярный запрос и разбираем моторы для вас. Итак, встречаем 2.0 DTI от Opel. Мы разбираем мотор Y20 DTH от Opel, снятый с Vectra C 2004 года с пробегом 216 тысяч километров. Этот мотор ведет свою родословную с 1996 года, и на тот момент он был весьма прогрессивный. При одном распредвале его головка блока 16-клапанная. Топливная система с электронным ТНВД Bosch VP44. Этот двигатель создан по всем канонам 90-х, с алюминиевой клапанной крышкой, чугунным блоком и обилием ремонтных размеров для цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Итак, начинаем нашу разборочку. Изначально этот мотор появился в атмосферном варианте 82 лошадиных силы, а в 1997 году была турбированная версия с интеркулером мощностью 101 лошадиная сила с индексом X20 DTH. У этого мотора есть старший брат с объемом 2,2 литра, у него другая поршневая группа и турбина с изменяемой геометрией. В который раз мы убеждаемся, что в «АвтоСтронге» очень хорошие турбины. То есть турбина у нас сухая и без посторонних люфтов. В зависимости от мощности и экологичности есть две версии нашего мотора. Отличаются они в основном клапанами EGR. Вот это клапан EGR с нашего мотора, он с электронным управлением. И вот клапан EGR с более ранней версии мотора с индексом X. Он вакуумный. И, кстати, этот клапан снят с сабовской версии этого мотора. А теперь поговорим о надежности. В принципе, этот мотор надежен. И все основные косяки, которые с ним случаются, они случаются из-за неправильного обслуживания. Но единственный доказанный и проверенный нюанс: на 2,2-литровом моторе может невзначай треснуть коленвал. Иногда сервисмены и владельцы сталкиваются с растяжением цепи ГРМ, что диагностируется по неправильному углу впрыска. Несмотря на то, что у нас такая красивая турбина, мы сняли впускной коллектор и загрустили. Количество сажи во впускном коллекторе неприятно удивляет. Но в принципе это нормально для дизельного мотора с пробегом 200 тысяч километров. И да, владельцам иногда приходится чистить эту сажу ручками. Вот мы специально нашли практически такой же мотор, но вот этот мотор с индексом X. И здесь ситуация во впускном коллекторе совершенно иная. Здесь намного меньше сажи и все достаточно чисто и хорошо. Вот это вакуумный насос. Он здесь слабое место, а точнее выходит из строя один из обратных клапанов. И конкретно вот этот. Вот этот клапан подает вакуум на турбину. Соответственно, если он не работает, то получаются сбои в работе турбины. Теперь поговорим о ТНВД. Вот это наш ТНВД VP44. Он приводится в движение цепью, управляется вот этим электронным блоком. И если говорить о надежности, то он может доставлять неприятности в своей механической и электрической частях.
Очень частые неисправности в этом насосе заключаются в неисправности его электронного блока. То есть здесь иногда сгорает транзистор. Конструкция электронного блока достаточно любопытна, потому что транзистор охлаждается топливом. То есть если мы будем ездить на малых оборотах, либо же, если мотор заглох, мы будем его заводить, то солярки не будет хватать, потока солярки не будет хватать для того, чтобы охлаждать транзистор, и он перегорит. Также не рекомендуется заводить этот мотор на слабом аккумуляторе, либо заводить машину с троса, потому что в таком случае подкачивающий насос не сможет протолкнуть достаточно топлива в плунжерную пару. Плунжерная пара будет работать на сухую, а как мы знаем, на сухую это плохо. Еще одна популярная проблема насоса ВП-44 заключается в заклинивании поршня опережения впрыска. Он обычно заклинивает из-за примеси в солярке, который пробивается через старый либо некачественный фильтр. А симптомы в данном случае: двигатель троит, не едет, не развивает обороты и загорается check-engine. Только что мы сняли клапанную крышку, и несмотря на то, что у нас бардак во впуске, то здесь у нас абсолютно все по полочкам. Чистенько, никакой закоксовки, и распредвал в очень хорошем состоянии на глаз. А сейчас мы покажем вам, как один распредвал справляется с 16 клапанами. И, кстати, шейки у нас в отличном состоянии. Смотрите, один кулачок давит на пару клапанов через одну планку. Вот такая планка позволяет каждому кулачку давить на пару клапанов. И сейчас опять ненадолго вернемся к топливной системе, потому что в этом моторе очень интересная система подачи топлива к форсункам. Вот это траверсы. Вот по этому штуцеру топливо подается в траверсу, а по вот этому штуцеру оно возвращается в обратку. Здесь мы видим два отверстия. Центральное отверстие подает топливо в форсунку, а отверстие, которое рядом, это обратка. Между траверсой и форсункой есть вот такое уплотнительное резиновое колечко. Со временем эта прокладка изнашивается и начинается подсос масла из головки блока в канал обратки. Когда мотор постоит и масло стечет из головки блока, то из-за негерметичного вот этого кольца после повторного запуска двигателя в канал обратки попадет уже не масло, а воздух, и топливная система завоздушится. А завоздушивание проявится в том, что этот мотор будет запускаться очень плохо. Гидрокомпенсатор. Еще один гидрокомпенсатор. Третий гидрокомпенсатор. То есть, соответственно, там везде гидрокомпенсаторы. Соответственно, тепловые дозоры клапанов регулируются автоматически. И добьем вас 16-клапанностью. Пары клапанов впускных и выпускных расположены не вдоль, а поперек на этом моторе. Цилиндры у нас опять без замечаний, ну еще бы, это же мотор от автостронга. Он у нас просто как с завода. Но стенки цилиндров в этом моторе необычные. Они с лазерной гравировкой. Джемовцы заморочились и нанесли вот эти вот рысочки лазером для лучшего смазывания цилиндров. То есть в этих рысках задерживается дополнительное количество масла. Мы так увлеклись разборкой мотора, что не рассказали вам про привод ГРМ. Здесь две цепи. Одна цепь двойная. От коленвала она приводит в движение топливный насос. Вторая цепь через вторую звезду, которая установлена здесь же, приводит в движение распредвал. И так как мы вначале сказали, что мотор сделан в лучших традициях 90-х, все запчасти здесь массивные, в том числе и цепи. Эти цепи легко ходят 300 тысяч километров.
Мотор нас продолжает радовать. В поддоне чистота и порядок. Пространство картера радует нас чистотой и блеском. Уважаемые подписчики, поршни идеальные. По вкладышам нет вопросов, по напылению нет вопросов, по кольцам нет вопросов. То есть вот такой и должен быть хороший поршень. Даже на моторе с пробегом 200 тысяч километров. Визуально у нас очень красивый и увесистый коленвал. На глаз он без износа. Разборка закончена, и мы обсудили все нюансы данного двигателя. Но, что интересно, не нашли практически ни одной проблемы в нашем силовом агрегате. Единственное, что нас смутило, это сажа во впускном коллекторе. Но, в принципе, для дизеля с таким пробегом это норма. Поршни, распредвал, коленвал, турбина, блок – все оказалось без износа. То есть сегодня мы разобрали абсолютно годный двигатель. Поэтому спешите в компанию «АвтоСтронг» за своим мотором, потому что скоро мы можем разобрать и ваш. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, пишите в комментариях, какие моторы вы бы хотели видеть в разборе. Следите за нашим проектом с BMW и Bit и Krashen. Покупайте у нас только хорошие запчасти. И с вами была компания «АвтоСтронг». До скорого!